привет! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада, и сегодня мы вам презентуем новую для нас страну – Испания, Аликанте. Мы начали свое видео с крепости, которая называется Санта-Барбара. Она расположена прямо в центре города Аликанте. И как только мы с вами поздоровались, друзья, к нам прилетела вот эта вот очень красивая большая чайка. Смотрите, они тут совсем не боятся людей. Позируют бесплатно или за деньги, или за корм. Прям можно, наверное, руку протянуть и поздороваться. Нет, не хочет, отходит. Если вы подумали, что это очередное travel видео, где будут вам показывать древние камни, то это неправда. Мы сегодня собираемся с Ладой рассказывать вам серьезные вещи про то, какие зарплаты в Испании, как можно сюда переехать, какие цены на съемное жилье. И это все мы хотим сравнить с Польшей и Германией. Мы уже не в первый раз едем в разные страны для того, чтобы прочувствовать жизнь в них на предмет переезда. Мы забрались на эту высокую крепость, чтобы посмотреть, вообще на Испанию с высоты. с высоты птичьего полета. Да. Оценить сначала таким вот взглядом свысока, какова она Испания. Выглядит красиво. И первое впечатление у нас, в общем-то, складывается хорошее, но всегда нужно спускаться с высоты небес на землю и узнавать, как там на земле. И мы уже тут несколько дней находимся в Испании, в Аликанте. Мы вам покажем, какую квартиру мы сняли вместе со своими родственниками. Мы уже походили по улицам, рассмотрели. Ну и я вам скажу, впечатление не такое, как «Ах, я хочу здесь жить». Вы знаете, климат здесь классный, потому что сейчас ноябрь, середина ноября, и мы ходим по-летнему. Тепло. Мы даже купались уже однажды на пляже вчера, и сегодня еще собираемся. Температура воздуха плюс 22, и это самый главный плюс Испании. Климат очень комфортный. Не знаю, как летом, но сейчас вообще классно. Ну, летом говорят, да, здесь жарковато. Это один минус для тех, кто хочет переехать. По сравнению с Германией и с Польшей, здесь гораздо труднее найти работу, и она менее оплачиваемая. К тому же мы сразу выяснили, какие здесь налоги. Оказывается, налоги в Испании ничем не меньше, чем в Германии. Серьезно. Здесь просто они немножко по-другому взимаются. Тоже прогрессивная шкала налогов. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя налог. Даже по сравнению с Германией получается больше. Для нас здесь вообще невыгодно в этом плане. Здесь нет обязательной медицинской страховки, но есть обязательная социальная страховка, которая тоже не маленькая. Экономически здесь не супер выгодно жить, но эта страна особенная. И исторически сложилось так, что здесь можно пропетлять. Никому не советуем, да, но на самом деле многие люди здесь просто избегают налогов и могут жить вообще годами нелегально. Что невозможно в Германии. Да. Вот мы рассматриваем страны и рассматриваем под углом, если ты законопослушный гражданин или резидент, и ты живешь и все законы соблюдаешь. Но ведь можно жить по-другому, можно жить полулегально как-нибудь, не все законы соблюдать. Мы не призываем к этому ни в коем случае, но мы знаем, что есть много людей, которые пользуются лазейками в законодательстве или знанием того, где можно пропетлять, и поэтому на те же деньги живут гораздо лучше. То есть не тратят лишних денег на налоги или там на какие-то платежи, штрафы и всякое Я такое. просто смотрю на кофе, я уже забыла, не слушая, что ты говоришь. Ага. Сейчас узнаем, кстати, цену здесь, в этом туристическом месте, потому что мы смотрели цену на кофе там, в городе, и там было дешевле, чем в Германии. Например, кофе здесь стоит около 2 евро, а в Германии 2 с лишним. Пользоваться переводчиком. Окей. Да, кстати,
Ола – это здравствуйте. В общем, здесь, конечно, ситуация с языком совсем печальная. Мы без переводчика не можем ничего сказать. Но мы выучили пару слов, потом мы вам расскажем. 5, еще 2 надо. Есть у У тебя? меня есть. Мы с Ладой решили избавиться от мелких денег. Они очень тяжелые. 4, 5. Вот так вот. Грация. Thank you. Как и следовало предполагать, здесь, в замке, здесь кофе подороже, чем в городе. 3,50 вот такая чашечка. Это с молоком, да, по-моему? Да. Американо с молоком. Американо с молоком. Это так, как мы любили в Украине пить. Да. 3,50 Таких же это... стаканчиков, как в Украине. Да. Кстати, в аэропорту кофе стоит 6 евро, поэтому это еще не самая дорогая цена. Вот, мы летели сюда из аэропорта города Карлсруэ, точнее, даже Баден-Баден. И это был наш самый тяжелый перелет, я не помню, за всю жизнь, наверное. Мы добирались 12 или 14 часов вот сюда, в Аликанте. Потому что доехать до аэропорта было сложно, и мы приехали заранее, целую ночь спали просто в аэропорту на скамейках. Это было неуютно. Ну и сам самолет, я вам скажу, дешевые билеты у нас были по 50 евро в целом за одного человека. Но сиденья неудобные, и хотя и 2 часа всего полета, но нам было так неудобно сидеть эти 2 часа, что мне показался этот перелет трудным. Ya no está aquí a mi lado, corazón. Y en mi alma solo habita la aflicción. Si ya no puedo mirarte, qué destino fue inventarte para amarte sin razón. Посмотрите, какой отсюда красивый вид открывается. Это, кстати, вид на центральную бухту и на главный пляж этого города. Мы уже побывали там внизу. Лада вчера пробовала воду, я тоже. Сейчас опять пойдем купаться. Смотри, как они парят красиво, да? Прилетают сюда. Я их обожаю здесь. Вот, Они какие-то благородные да, чайки, понимаешь? Вот в Хорватии, когда мы были, это были бабки базарные. То есть они дрались за еду там, а тут просто леди. Пляж в Аликанте небольшой сравнительно. Видите, вот от тех домов длится туда и здесь заканчивается. Практически там еще небольшой кусочек и все. Особо не разгуляешься, но есть пляжи за городом, за портом. Туда мы еще не ездили, можно будет посмотреть. Прежде чем ехать в любую страну, нужно выяснить насчет работы и зарплат. Ну и мы, конечно же, эту сферу промониторили, и оказалось, что с работой в Испании не так-то хорошо, как, например, в Германии или в Польше. Оказывается, в этих странах работы больше. Ладно, тогда нужно выяснить, какие зарплаты, где больше люди зарабатывают. И мы опять же узнали, что на самом деле в Германии зарплаты выше, в Испании зарплаты чуть ниже, а в Польше как бы считаются самые низкие средние зарплаты. Но это усредненное число, которое, естественно, нужно воспринимать как нечто такое условное, потому что на самом деле человек может устроиться в стране, в любой стране, очень хорошо или очень плохо. То есть одному будет в Германии шикарно, а другому плохо, а другому, наоборот, будет в Испании шикарно, а другому плохо. Средняя заработная плата в регионе Валенсия – это 1700 евро брутто. Предположим, что есть человек, который зарабатывает такую сумму везде, в любом месте, где бы он ни находился, в Испании, в Германии или в Польше. Что у него останется после вычета всех налогов, обязательных налогов или страховок? Мы это все узнали, и мы очень расстроились. В Испании, если человек зарабатывает 1700 евро, у него останется чистыми 1020 евро всего лишь на руки. В Германии, если человек зарабатывает ту же сумму, у него на руки уже останется больше, у него останется 1180 евро, немножко больше. И в Польше, если человек зарабатывает 1700 евро, у него останется аж 1330 евро. То есть получается в Германии выгоднее, чем в Испании. Мы не могли даже подумать об этом. Получается, в Германии больше у людей остается.
Это для нас в какой-то степени парадокс. При том, что там зарплаты больше, социальная помощь больше, это просто как бы какой-то нонсенс. Там пошли русскоговорящие, они меня понимают. Что-что? Трудно ходить в стране, где много людей понимают русский язык. Да, Они в Германии насчет этого проще. Ты идешь и говоришь, вообще белиберду можешь говорить, и все с уважением относятся. Они не понимают, что я говорю. А тот парень услышал, я сказал, что мы думали, что в Испании жилье дешевле, чем в Германии, и он заржал. Он понял, что я говорю. Я не знаю, почему он смеялся, но, видимо, это смешно. Так, тут мы на развилке, и мы не знаем, куда лучше пойти, туда или туда. Buonasera. Оказалось, что в Аликанте аренда квартиры стоит столько же, сколько в Германии. От 700 евро начинается аренда однокомнатной квартиры на долгосрочный период. Это же очень дорого. Мы не ожидали этого. То есть честно говоря. по финансам вообще мы не видим никакого смысла здесь жить. Если все легально платить, то никакой выгоды. То есть пока мы видим только один плюс – это море и солнце. А, еще, знаете, еще язык. Язык красивый, Очень. реально. Вообще можно просто часами слушать эту речь. Это как песня. Как песня. Я даже выучил фразу «no entiendo», «no entiendo», что обозначает «я не понимаю». Но красиво. Вода холодная, но приятная, соленая. Короче, надо посидеть, ну как, точно такая же, как на Балтике. То есть ты сидишь 10 секунд и потом плаваешь. Очень приятно, она более мягкая, чем на Балтике, такая вот, знаешь, и очень прозрачная, то есть кайф. На самом деле отлично. Дно какое? Дно песчаное, хорошее. Будучи в Испании, я в первую очередь выучил фразу «no entiendo», что обозначает «я не понимаю». Потому что здесь много людей, которые подходят и что-то предлагают. Например, на пляже мне здесь уже предлагали купить покрывало. Такие темнокожие парни. Красивые, кстати, покрывало. Жаль, я не спросил, сколько стоит, но я потом узнаю. А во-вторых, мне уже девушка вьетнамского вида предложила сделать здесь массаж. Массаж, я тоже не мог понять, что она говорит, но она показала, дотронулась до плеча и говорит 5 евро, 5 евро. Я сказал, нет, 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 спасибо, нет, мне не нужно. И еще я заметил, что все-таки нравы здесь такие, свободные. Девушки топлес здесь загорают, причем разного возраста девушки. Вот прямо рядом со мной нету, но в отдаленности небольшой есть несколько женщин, которые сидят, лежат без верхней части купальника. И это здесь нормально. Вот Даниил купил покрывало. Посмотрите, какие они красивые покрывала продают. Причем все разные носят. Сколько стоило? Сначала я спросил, сколько стоит, парень сказал 20 евро. 20? Я говорю, too expensive, давай типа за 10. Он говорит, не-не-не, 15. И я, короче, мялся по поводу 15 евро. Алена говорит, нет, все, уходим, типа нам не подходит. Я говорю, ну извини, друг. Он говорит, ладно, ладно, давай за 10. За короче. 10, ясно. Но мне кажется, что себестоимость его пару евро, скорее всего. Всего лишь, И, да? наверное, можно найти за 5 евро где-нибудь. тут, если поискать. Разверни вовсю, Да. как оно выглядит. Хорошее. Большое, Такое, я смотрю, да? похоже на лен. Качество приятное, знаешь, не синтетика. Ага. Нужно поспрашивать, почем другие продают, потому что я встретил первого попавшегося просто. Я думаю, у них цена одинаковая. Тут мимо нас уже прошли двое. Ага. Но у всех разная расцветка. А,
Мы здесь в Аликанте арендуем квартиру, и у нас видно этот замок вот именно с этой стороны. Нам видно этот мостик. И вечером это красиво подсвечивается. В общем, живем мы где-то вон там, где-то в той стороне. Недалеко. В общем-то, мы живем минут 20 пешком до моря, ну а к замку получается ближе. Это видно старый город Аликанте. Здесь маленькие домики, узенькие улочки. Это как раз древний средневековый город, или то, что от него осталось. Сейчас мы сюда вниз спустимся, походим. Вообще в Аликанте живет около 330 тысяч жителей. И этот город по размеру сопоставим с такими городами Германии, как Карлсруэ или Аугсбург. Но выглядит, конечно, он совсем иначе. Сразу бросается в глаза, что здесь много высотных домов. И я узнал насчет сейсмической опасности в этом регионе. Оказалось, что этот регион достаточно спокойный в отношении землетрясений. Здесь бывают землетрясения, но они небольшие совсем, и 2-3 балла, которые люди вообще не замечают. То есть здесь таких крупных разрушений, в общем-то, и не бывает. Поэтому В этом плане безопасно. Ищем плюсы очень усиленно, потому что что-то пока одни минусы. из-за этого, видишь, они здесь втыкают вот такие высокие-высокие Ну да. дома, которые торчат как прыщи. Но, в общем-то, в нашем понимании города так и должны выглядеть. Мы привыкли в Украине видеть города, когда ты заезжаешь в город, там высотки. Вот чем отличается город от деревни. А нам этого как-то не хватало в Германии. Там все деревенские такие городки, все не выше 4-5 Ну, этажей. все в одном духе. Как бы Да. хотелось бы еще и вот таких вот высоких, как мы привыкли, как в Киеве, вот как бы большой город, Да, жизнь, тусовка, все это как бы такой Ну, вайб создает свой. современность, совершенно, она да. ассоциируется именно с высотками, потому что это нечто такое, которое появилось относительно недавно. А немцы почему-то не хотят застраивать свои города высотками. Вот в Испании, оказывается, они это делают. На мой взгляд, делают они это не очень хорошо, потому что все-таки улицы могли бы быть и пошире. Но, знаешь, они это оправдывают тем, что узкие улицы и высокие дома летом создают тень, и Да. в городе не так жарко из-за этого. Она немножко похожа, Испания, на Италию, но Италия, она как бы пошарпанней, вот старое какое-то все. А здесь все такое вот новое, красивое. Знаете, когда мы только приехали, нам это показалось, как вроде бы это вообще большой дворец какой-то. Вот эти вот купола, вот эти вот пальмы, плитка на полу, которая глянцевая. Ты идешь вот как по дворцу, то есть вот такой вот шик. Это в центральной части города только такое впечатление, когда есть старые здания и вымощенные Это очень глянцевой красиво плиткой и улицы. красиво, Да. да. А в других частях такого впечатления нет, наоборот, здесь создается впечатление такой быстрой, дешевой застройки. А вот здесь спуск в старый город, прямо с замка. И там внизу стоят домики. Большинство людей предпочитает именно этой лестницей подниматься сюда, в замок, чтобы пройти через этот старый город. Но спускаться же, конечно же, легче. Поэтому мы предпочли подняться сюда на лифте и уже назад спускаться по этой красоте. В замок Санта-Барбара можно подняться на лифте. Мы решили с Ладой не тратить силы на подъем пешком, лучше мы спустимся обратно. Находится этот лифт вот в таком тоннеле. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Это прямо напротив центрального пляжа, возле белого мостика, который здесь один такой. Очень легко найти этот лифт. И мы сейчас узнаем, сколько стоит. Вон написано 2,70 один взрослый билет. Сейчас заплатим, сядем на лифт, прокатимся. Прошли мы, заплатили 5,40 за то, чтобы покататься на лифте. Но прежде чем дойти до лифта, нужно пройти вот такой тоннель. Длинный тоннель. И что интересно, что здесь заплатить можно только картой. Этот лифт оказался обыкновенным, не стеклянным совсем.
И тут я вам хочу рассказать про возможность получить ВНЖ в Испании. Смотрите, какие уютные улочки, проходы. Везде хочется зайти, но тут домики как выставочный зал, как музей. Но и тем не менее люди здесь живут. Полотенца сушатся, сколько цветочков. Все раскрашено в такой сине-белый цвет. Это как на Санторини. Когда я увидел фотографии из этого места, я подумал, это похоже на Грецию. Но нет, это Испания. Видите, люди запыхавшиеся поднимаются к замку по лестнице. Это тяжело достаточно, вверх идти тяжело. Мы узнали, что можно получить вид на жительство здесь, в Испании, почти так же, как в других странах. То есть существуют разные статьи, по которым ты можешь проживать здесь легально. Например, если ты предприниматель и хочешь создать фирму, открыть здесь фирму, ты можешь получить вид на жительство. Если ты цифровой кочевник, то есть ты человек, который зарабатывает в интернете онлайн, ты можешь получить вид на жительство, указав, что ты имеешь стабильный доход. Или же, например, если ты заключаешь с какой-нибудь фирмой контракт, то есть ты находишь сначала работу в Испании и потом уже, показывая свой контракт, свою зарплату, ты можешь получить вид на жительство. То есть почти так же, как в других странах. В этом отличия небольшие, и отличия заключаются в основном в разных суммах, которые требуются для этого. Например, в Черногории требуются меньшие деньги для проживания, здесь немножко больше. То есть существенной разницы нет. Есть разница в другом, которая выделяет Испанию, в том, что здесь можно получить вид на жительство по оседлости. Звучит как-то странно, даже дико, нужно расшифровывать это. Оказывается, если человек нелегально прожил в Испании 2 года, но как-то может это доказать, подтвердить, например, какими-то документами, выписками из счетов оплаты коммунальных услуг, адресом регистрированным где-то, потому что когда ты проживаешь, ты все-таки договор с арендодателем заключаешь, и если у тебя есть эти документы, подтверждающие, что ты здесь умудрился каким-то образом прожить 2 года, ты можешь получить вид на жительство по оседлости, то есть ты уже как бы здесь осел, получается, и тогда тебе могут предложить уже какой-то другой вид на жительство, как человеку, который укоренился здесь как-то. То есть ты же как-то жил, значит, ты как-то работал, можешь продолжать. Это очень интересная статья. То есть это уникальная такая возможность, которой нет в других странах. Этим Испания отличается. Если другие страны в любом случае нелегалов выгоняют, да, то есть они говорят, если ты прожил здесь нелегально, ты должен быть депортирован, еще и уплати штраф, то Испания говорит, ну раз ты здесь уже смог прижиться, то ты можешь получить официальное разрешение жить дальше. Просто уникально. То есть главное здесь где-то переждать. Да, но должны быть подтверждающие документы. Влада развязался, батин. Супер! В Аликанте очень много марокканцев, которые чем-то торгуют. Например, вот торгуют очками здесь. На берегу мы видели, они торгуют покрывалами и еще что-то продают. Интересно, это легальная торговля или нет? Это самый центр города, можно сказать. Центральная набережная. Полиция не может этого не видеть. О, смотри, какое интересное изваяние. Здесь вот самый такой морской вайб, лето чувствуется,
курорт. Испания отличается своим каким-то движом. Ну, наверное, из-за того, что это южная страна, как любая южная страна, здесь много туристов. Хотя, ну, в Германии тоже, в принципе, есть крупные города и много туристов, но тут движ особый. Тут везде где-то ходят люди, нету таких мест, чтобы было вообще пустынно, как это бывает в Германии часто. Мы, правда, не ездили еще в маленькие городки, мы планируем съездить в какой-нибудь маленький городок, а может быть даже в деревню, чтобы посмотреть, как в Испании живут в отдаленных местах. Нас это... Да. Ух ты, Влада говорит, шторм. О, да мы сегодня, наверное, и не покупаемся. Мы спустились с Ладой вон оттуда, с крепости Санта-Барбара. Мне страшно купаться. Лада решила покупаться в такую погоду, в шторм. Я не знаю, тут, наверное, холоднючая вода. Вау, вода реально холодная. Я за Ладу боюсь. Лада, далеко не ходи. О, боже мой. Ладно, выходи, не надо рисковать. Друзья, поставьте лайк Ладе, потому что она для вас старается. Я ее еле уговорил. Хорошая? Говорит Лада, вода хорошая. Ты бы могла еще покупаться или это... Не было, я боюсь, меня смоет. Судя по всему, в Испании тоже сортируют мусор, но, видимо, не так тщательно, как в Германии. Я смотрю, тут что попало, куда попало, понаставляли, понатыкали, это бумага, пенопласт какой-то. В общем, пытаются быть экологичными. Выходит или не выходит, я не знаю. Но вот что я замечаю, это достаточно трудно ходить по тротуарам, потому что они узкие. Смотрите, всего лишь метр тротуара, тут два человека едва могут разойтись. И постройка сплошной стеной. Дома строят тут такой линией сплошной. И нижний этаж это в основном какие-то либо магазинчики, либо гаражи. Иногда даже попадаются СТО прямо вот так вот в нижнем этаже дома. Часто всякие забегаловки поесть, особенно возле моря. Мы узнали с Ладой одну интересную вещь. Точнее, вы, наверное, все слышали об этом. Такое явление, как окупасы. Это явление есть только в Испании. И долгое время я не мог понять, что это такое, как оно возникло. И как это вообще может быть, когда люди занимают чью-то квартиру, и хозяин и полиция не могут их выгнать из чужого жилья. Я никогда не мог подумать, что такое возможно в Европе, где частная собственность это святое. То есть получается, какие-то люди вломились в твое жилье, живут там, и ты не имеешь права их оттуда выгнать. Как это могло возникнуть? И я решил разобраться в этом вопросе. История с окупасами в Испании началась с того, что у них всегда были здесь достаточно большие кредитные ставки на ипотеку, на жилье. И когда Европа начала объединяться, сначала еще не было Евросоюза, а было Европейское экономическое содружество, то ставки ипотечные начали падать. Отвлекусь на секунду, посмотрите. Вот это СТО. Находится прямо в первом этаже обычного жилого дома. Вот так идешь, и
СТО, дальше люди живут. Оно-то вроде удобно и компактно, но я не завидую этим соседям, у которых все время тут шум. А где парковать машины, вот, которые приехали на СТО? Вообще, мне кажется, как-то не очень все устроено на этих тесных улицах. Так вот, жилищный вопрос в Испании был сильным всегда. Как, в принципе, как и в любой другой стране, люди хотят жить в отдельных квартирах, хотят покупать новое жилье. И поскольку ипотечные кредиты стали более доступными, из-за того, что хлынули деньги из других стран, из Германии, Франции, то есть объединение произошло, и банковские услуги начали уравниваться. И испанцы начали массово брать кредиты на жилье. Им стало это доступно, и они начали покупать квартиры. И, естественно, это начало вызывать рост цен на квартиры. Поскольку на них есть спрос, цены растут. И такой процесс, он шел медленно, достаточно долго, где-то с конца 90-х годов, может даже раньше. И до 2008 года цены на жилье росли, кредитов люди брали все больше и больше. И причем в Испании кредиты почему-то раздавали легче, чем в других странах, направо-налево, не всегда проверяя платежеспособность человека. А в 2008 году, как вы знаете, грянул кризис экономический, который прокатился по всей планете, в общем-то. И этот кризис обрушил цены на жилье, поскольку они были во многом раздуты. Просто вот спросом, там, вот этой всей шумихой и искусственными деньгами. Мы, кстати, с Ладой хорошо помним те времена. Мы как раз знали даже людей в Киеве, которые купили на тот момент жилье, квартиру за 140 тысяч, и буквально через 2 недели она стала стоить 70 тысяч. То есть в Украине обрушились цены на жилье на 50%. Это очень сильно. Окупасов до 2008 года не было в Испании. Когда произошел этот экономический кризис, то не только цены на недвижимость упали, обрушился вообще рынок труда. У людей, у многих пропала работа, и они потеряли возможность выплачивать кредиты, которых они набрались. И, естественно, они жили в квартирах, которые они купили за счет кредитов, но на самом деле эти квартиры принадлежали не им, а банкам. И когда они не смогли выплачивать эти кредиты, то банки начали массово забирать у людей квартиры. Например, представьте, квартира стоила 200 тысяч, да? Человек платил кредит, выплатил половину, 100 тысяч, а потом цена на квартиру упала, она стала стоить 100 тысяч, человек уже эти 100 тысяч заплатил, но банки ему в зачет не давали, они требовали еще 100 тысяч по контракту, а человек уже не мог платить, у него нету работы, экономика упала, денег стало меньше, в общем, пузырь лопнул, и очень много людей оказалось в такой ситуации. В Испании получилось так, что это приобрело массовое явление, очень массовое, и очень много людей выходило возмущенных, что такое, мы потеряли жилье. Это было настолько потрясающее для общества явление, что правительство не могло не обратить на это внимание. И либеральные партии создали такие законы, которые якобы защищают пострадавших от кризиса людей. Возможно, они действительно защищали пострадавших от кризиса людей, но это вызвало и обратную сторону, которая потом была названа как окупас. Первыми окупасами были активисты. Активисты, которые занимали пустующие квартиры, которые банки отнимали у людей. То есть людей выгнал банк, квартира пустует, активисты об этом узнавали, заселялись в ту квартиру и демонстративно, для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, они не уходили из квартиры. Говорили, правительство должно что-то с этим сделать. И вот, были приняты законы, по которым нельзя было просто так выселить человека с квартиры, если он мог доказать, что он потерял жилье, что он малоимущий, что он нуждается. То есть, если он доказал, что он нуждающийся человек. И эта формулировка создала явление, которое по сей день они не могут искоренить. Оказалось, что есть достаточно много хитрых людей, которые позже начали пользоваться этой ситуацией и этим законом. Они начали заселяться не только в пустующие квартиры, но они начали заселяться просто в чужие квартиры, скажем, как арендаторы. Они просто снимали квартиру на длительный срок. Со злым умыслом, скажем так. Со злым умыслом, да. Платили за первый месяц, может быть, за второй, а потом переставали платить и говорили, мы нуждающиеся люди, у нас нету больше денег, мы теперь не будем платить. И хозяин обращался в полицию, а полиция, ссылаясь
на этот закон говорила, мы не можем выселить этих людей без постановления суда. В общем, как все хорошее, как все хорошие дела имеют потом не очень Обратную хорошие сторону. последствия, Да, обратную да. сторону. То есть выселить-то окупасов можно, но это очень долгое дело, потому что нужно было подать в суд, суд должен был рассмотреть заявление. А как всегда бюрократия это долго, и пока дело пройдет, может пройти несколько месяцев, то год, а то и 1,5 года. То есть, зная это, многие люди пользовались ситуацией, просто пока идет суд, рассмотрение, они жили бесплатно в квартире, и никто не имел их права выселить. Алло! Hola! Danke schön. Suavecito, cuando tú me miras yo me derrito. Poco a poco siento como se acelera el ritmo. Camina hacia ti despacio sin prisa. Tu sombra baila y la noche me hipnotiza. Вот мы пришли домой. Надо зайти теперь. Да. О. Пожалуйста, говорит, заходите. 4-й этаж у нас. Это такой отель с апартаментами. Все, на каждом этаже есть двери с кодовыми замками, в котором живут люди. Сейчас мы поднимемся и покажем вам квартиру. Сейчас. Покажем вам завтра, когда будет дневное освещение, потому что сейчас некрасиво будет из окна. Там да. бардак. Бардак нужно будет убрать, и потом вам это все показать. Мы уже несколько дней живем в этой квартире, и вот наконец мы решили вам ее показать. Посмотрите, это гостиная с кухней, то есть студия такая. Большая, достаточно просторная, и в ней есть все для приготовления. Не буду отдельно показывать вам всю посуду. Здесь вся электрическая техника, есть стиральная машина. Это очень важно для такой жизни, как мы ведем. В холодильник положили массу продуктов, там даже вино у нас лежит еще какое-то недопитое. И все это можно здесь готовить. Лада сегодня борщик собирается приготовить. Вот. Есть небольшой балкончик. Он совсем маленький, он скорее технический. Тут бойлер, какой-то счетчик висит, свежий воздух оттуда. Эти 2 окна выходят на улицу. Узкие улицы, которые здесь есть, можно наблюдать, открывать. Видите, окна с одним стеклом, потому что мы находимся в Испании, здесь не так и холодно на улице, даже зимой, и не нужно пакеты двухстворчатые делать, двухстекольные или трехстекольные, как у нас обычно это в Украине и даже в Германии. Так, это телевизор, мы им не пользуемся, наш компьютер. И в этой квартире есть 3 спальни. 3 спальни, самая большая, вот здесь живут наши родственники. Они сейчас катаются на велосипедах, поэтому мы можем показать их комнату. Вот такая у нас большой, двухспальной кроватью с шкафом зеркальным, тумбочка здесь. Ну, в общем, все. Такой лестница. Лестница декоративная, кстати, из бамбука сделана. Освещение здесь включается. Утюг есть. В общем, все электроприборы, которые нужно, есть. Мы с Ладой поселились в комнате поменьше. Вот наша комната. Эта комната была с 2 отдельными кроватями. Мы их сдвинули вместе для того, чтобы вместе спать. Но они немножко на разном уровне. Но для нас это не проблема. Хочу показать, куда выходит наше окно. Это, конечно, особый прикол. Он, видимо, существует только в Испании или в южных странах. В никуда. В стену, в какой-то колодец. Вот так смотрите. Что здесь видно? Да ничего здесь нету. Стена, причем вообще ничем не обработанная. А внизу, да, вот 2 этажа ниже, там есть терраска, выход с квартиры на террасу. И на самом 1-м этаже тоже есть терраса. Люди сидят на дне колодца. Да, я думаю, в жару там очень приятно, потому что там прохладно. У нас есть такой зеркальный шкаф, в который мы все сложили. И еще есть маленькая комнатушка детская. Здесь Диана сидит. Диана! Ку-ку! К вам можно? Принцесса. Как тебе эта комнатка? Норм. Нет.
дала шарик. Самое главное. Да. Самое главное. У нее есть тумбочка, тут тоже окошко, которое выходит в никуда. Ну, вместо, да, вместо шкафа у нее вот такая вешалка, столик вот такой вот. Косметичка. Ой. Косметичка, куколки, Диана. А зеркала нету. Ну, это не беда. Но сейчас покажем вам санузел. Жаль, что санузел один, и он не слишком большой. Когда много человек живет в квартире, то, в общем-то, иногда выстраивается Вот очередь. фен, все есть, да, Зеркало. зеркальце. Я теперь носки мокрые. А сейчас мы переходим к самому-самому интересному в этой квартире. Посмотрите на эту винтовую лестницу, которая стоит в прихожей. По ней можно забраться наверх на крышу. И мы сейчас с Дианой пойдем на крышу и покажем вам, что там находится. Представьте, у нас собственная крыша с террасой. Вуаля! Ну, наше белье сушится, на это не обращайте внимания. Вы посмотрите сюда, какое покрытие здесь. Здесь как будто трава растет. На самом деле это, конечно, искусственное покрытие. О, Ух ты! тут можно спортом заниматься. Места очень много для того, чтобы проводить время. В солнечные дни можно загорать, вот как сейчас. Вообще шикарно, прелесть. Я на самом деле из-за этой крыши не хочу из этой квартиры уезжать, потому что здесь и столики, можно целыми днями и по вечерам сидеть тут и обедать, и ужинать, и чай пить, и загорать вот на этих шезлонгах, и смотреть вдаль. Балдеж. Кстати, нам Короче. видно крепость отсюда. Посмотрите, центральная крепость, с которой мы начинали наши видео. Мы живем прямо за ней, а море находится за крепостью сразу. То есть нам минут 20-25 пешком идти от этой нашей квартиры туда до моря. И, в общем-то, поскольку мы на море не ходим очень часто, нас это не напрягает. Мы приехали сюда сейчас не столько ради моря, сколько ради того, чтобы понять, как люди живут в этой стране. И мы поселились в таком райончике, где конкретно люди живут вот напротив дом. Белье сушится на крыше тоже. Там, я думаю, у них тоже есть большая терраса, но они в основном ее используют не как террасу, а как сушилку для белья. Вот. Конечно, окна очень близко соседних домов. Можно, так сказать, здороваться, заглядывать в окна другим жителям, если они не закрыли жалюзи. Ну и улицы очень узкие, мы вам уже рассказывали, показывали, но вы не видели, как это выглядит сверху, поэтому мы вам можем немножко показать. Выглядит достаточно странно. Город сверху кажется каким-то более хаотичным, тебе не кажется? Ну да. Как будто натыкали на Да. чего-то везде. Курятников. И улица, потом дома плотно-плотно, и с той стороны снова начинается улица. Нету никаких внутренних дворов, никакого пространства внутри домов. Только колодцы, вот эти вот какие-то шахты такие, в которые Ну вот наподобие. Да, как которые- здесь сейчас покажет. между домами, не знаю для чего, возможно, это пространство для того, чтобы что? Ладно, как ты думаешь, здесь же можно было сделать квартиры просто, да? Ну Но да. просто они были бы очень темные, да? Мгм. Получается, в этой шахте есть окна, и сюда попадает свет, а с той стороны нет даже окон. Я представляю, как ужасно сидеть на этих балконах, вот так вот, как, знаешь, как в тюрьме, как на дне колодца. Ну Это, да. наверное, какое-то не очень приятное Ну и ощущение. все, видишь, дальше пространства никакого нету, это уже соседние дома, соседний дом, он уже стоит на той улице. Ну да. Дальше вниз эта улица такая же узкая, 12 метров между домами, и все. Вот там тоже крыша есть, люди, выход. В общем, все дома разные, строились, наверное, в разное время, как-то хаотично. Я вот тут даже показывал крыши эти, которые видно отсюда прям хорошо. Это, видимо, была черепица. Видите, здесь покатые крыши, неровные, как у нас. А потом эти черепицы покрыли каким-то гидроизоляционным материалом, для того, чтобы не протекало. Ну и все. Вся красота исчезла, черепицы нету, какой-то хаос. Но, возможно, в этом как раз и шарм есть этого места. Я, допустим, ощущаю
Цена этой квартиры 560 евро за 5 дней. Мы так ее арендуем, потому что цена все время меняется в зависимости от сезона. И в сутки это получается 112 евро на пятерых. Мы здесь живем впятером, и если разделить на две семьи, то есть мы с Ладой платим 56 евро в сутки. Это не так-то много, если учесть, что, скажем, в Германии средний ценник за гостиницу начинается от 60, а вообще 100 евро. И я еще вам скажу, это сейчас середина ноября, а дальше эта квартира еще дешевеет, и за 5 дней будут просить уже 350 евро или что-то такое. То есть Мы, как еще всегда, дешевле. приехали в дачу. Да. Еще тепло, не жарко и дешево. У моря нет имени, море просто вода. Назови его белым, никому нет дела. Море словно пустыня, назови его синим. Ничего не изменится в нем никогда. Еще мы надеялись, что в Испании продукты будут недорогие. Почему-то. Ну, я слышал о том, что здесь овощи, фрукты растут и дешево продаются. Но оказалось, что не совсем так. Овощи, фрукты, может быть, сезонно и дешевле, но когда мы зашли в супермаркет и посмотрели на цены на хлеб и на цены на мясные продукты, на молочные продукты, мы немножко были ошеломлены, так скажем, потому что это совсем не дешевле, чем в Германии. Некоторые продукты явно дороже. Яйца, например, хлеб, то есть неприятно удивлены этим. Но фрукты и овощи, они дешевле. Да, поэтому мы как бы можем сказать, что жизнь здесь не дешевле. Сама жизнь, проезд, например, в общественном транспорте. То, что мы видим по проезду в автобусах, мы ехали из Валенсии сюда, в Аликанте, на автобусе заплатили 20 евро. Это такая обычная цена для Европы. Можно сказать, что сэкономить на этом не удастся. Вот это индюшиное мясо, это 9 евро стоит. Ну, это крутая вырезка, а дешевле ничего нету. 9 евро, это так дорого. В общем, ищем дальше. Если подытожить то, что мы узнали про Испанию, то, в общем-то, законы здесь тоже строгие, ничем не лучше, не либеральнее, чем в Германии. Налоги строгие, цены на жилье тоже большие, продукты, может быть, на овощи, фрукты дешевле. В общем, мы как бы с этой стороны не нашли никаких плюсов. Но дело в том, что в каждой стране законы исполняются по-разному и следят за ними по-разному. И мне кажется, в Испании немножко мягче именно с контролем за тем, как исполняются законы. Поэтому многие люди здесь могут жить нелегально. Представляете, даже само существование возможности прожить 2 года нелегально, без всякого ВНЖ, а потом по причине этого проживания получить это ВНЖ, это уже о чем-то говорит, правильно? И смотрите, рассказывают, что здесь большие штрафы за то, что пешеходы пересекают на красный свет, например, улицу, да. Я слышал у одного блогера, он тут вообще говорил, здесь какие-то прям адские штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но мы наблюдаем, что все ходят на красный свет. На самом деле ничего не соблюдается. Да. Поэтому мы пришли к выводу, что Испания только внешне и на бумаге такая строгая. А на деле наверняка здесь можно затеряться, и налоги можно не все платить. Мы ни к чему не призываем. Вот. Но мы знаем, кстати, примеры того, как люди здесь живут годами и живут, как, так скажем, втихаря. Вот в этом плане это привлекательная страна. Серьезно, она чем-то в этом плане близка к Украине. Можно просто себе жить и не отсвечивать. No entiendo, мой друг, no entiendo, как люди живут без моря. Взгляни вокруг напоследок,
здесь только солнце, здесь нету горя. Маньяна, мой друг, маньяна, все будет так, как ты хочешь. У моря заживают раны в такие прекрасные летние ночи. ¿Qué pasó, мой друг? ¿Qué pasó? Ты меня еще не нашел. Я знаю, ты рядом, я верю, и я